Можно ли с помощью астрологии узнать самое благоприятное место для переезда, иммиграции, релокации, а также где можно построить успешную карьеру, заработать денег, где можно построить семью и встретить того самого спутника жизни? Ответ – да. И сегодня в видео я расскажу об одной такой технике, которая как раз и отвечает на все эти вопросы. Это одна из новых техник в астрологии, которая появилась чуть более 30 лет назад. Она как раз и работает с вопросами, которые связаны с местом жительства, переездами и тем, как сферы жизни в тех или иных местах нашего земного шара проявляются и проигрываются в жизни человека. Что интересно, это то, что в ведической астрологии, джьотиш, не существует в целом такой техники. Там есть другие показатели, которые показывают, например, какие направления благоприятны для человека. Но в целом, в те древние времена считалось, что неблагоприятно уезжать из места рождения. Это считалось чем-то плохим, да, это как несчастье. Но мир очень сильно изменился, и астрология, как и другие науки, они постоянно развиваются и меняются. И вот один из таких, скажем, астрологов, путешественников, Джим Льюис, он в своей практике и вывел эту технику, потому что он заметил закономерность. Когда он переезжал в разные места земного шара в своих путешествиях, он видел, как меняется он и также событийный ряд в его жизни. И путем, скажем, интересных встреч, интересных таких нюансов судьбоносных, он встретил людей, благодаря которым они смогли вместе вывести эту систему. Эта техника позволяет увидеть благоприятные места, страны, города индивидуально для каждого человека, также какие сферы жизни в этих именно местах будут активированы. Но что немаловажно, это позволяет увидеть неблагоприятные места. Это определенные, скажем, регионы на планете, которые несут в себе определенную нагрузку. И находясь рядом с этими линиями, скажем, проявляются сложности, да, проявляются трудности в судьбе человека, и тем самым выполнение задач, с которыми сюда человек пришел, он становится еще более сложным, потому что нужно, скажем, сопротивляться или работать с этим внешним событийным рядом, который проявляется в этих местах. Поэтому в своих консультациях я всегда клиентам показываю и даю эти все расчеты неблагоприятных мест для того, чтобы, во-первых, они знали и желательно не рассматривали эти места для длительного проживания, то есть релокации, переезда, а даже если они там окажутся в путешествии или в короткой поездке, они смогут, скажем, более осознанно и тщательно наблюдать, как именно они себя в этих местах ощущают и какие события с ними там происходят. Важно еще сказать то, что астрокартографическая карта, она такая же индивидуальная, как и ваша карта рождения, натальная. Это как наши отпечатки пальцев. То есть для каждого человека благоприятные и неблагоприятные места индивидуальны. Кому-то одно место очень подходит, у него идет прорыв во многих сферах жизни, а кому-то там очень некомфортно и неуютно. Кстати, в астрокартографии есть несколько показателей, по которым мы проверяем в первую очередь, и мы сразу видим, насколько человеку там будет хорошо, комфортно находиться. Это прям первый шаг, который важно делать. Если этот показатель существует, данное место уже изначально является неблагоприятным, и, скажем, дальнейший анализ делать не имеет смысла, потому что в мире существуют другие места, которые более благоприятны, и есть возможности, да, для того, чтобы в них релоцироваться. Но также существуют и более нейтральные места, где нет какого-то яркого такого событийного ряда, да, там нет никаких линий планет, но в целом через другой анализ мы можем понять, как именно человек себя там будет чувствовать, какие качества в характере у него будут преобладать, как он будет там проявляться и как он может использовать это место, скажем, для своих задач. Важно понимать, что переезд в другую страну, в другой город, он не меняет вашу судьбу, он не меняет вашу карму, те задачи, с которыми вы пришли, ваши возможности, таланты, дары, это все врожденное, это то, что невозможно изменить. Но что меняется, так это, опять же, событийный ряд. То есть мы можем активировать те или иные события в нашей жизни, перемещаясь под эти линии.
Несколько примеров. Например, у человека сейчас идет очень активный период, который связан с социальной реализацией. Это время для того, чтобы строить карьеру. И это подтверждают его личные планетные периоды, плюс текущие транзиты планет, которые активируют эту сферу. Так вот, находясь в том городе, да, где он живет, в данном месте нахождения, возможно, он испытывает какие-то трудности в том, чтобы воплотить все его желания, все его действия в реальность, и чувствует, что ну вот что-то не складывается или есть какие-то сложности. Такому человеку, например, если у него уже есть желание переехать, будет очень хорошо релоцироваться именно в те места, где проходят линии планет, которые непосредственно связаны со сферой социальной реализации и карьеры. Тогда он будет получать такой некий буст, поддержку, и событийный ряд, он сразу будет выстраиваться вокруг этой сферы. Другие примеры, для чего это используется, например, это для обучения. Часто родители заказывают подобные гороскопы для детей, чтобы понять, где им будет лучше учиться, где, скажем, они смогут полностью сконцентрироваться на обучении, и все сферы будут благоприятно складываться, да, простраиваться. И иногда это выбор между несколькими странами, да, и там мы уже более точечно можем посмотреть, в какой стране этому ребенку будет благоприятно учиться. Также это можно использовать для того, чтобы активировать свою личную жизнь, скажем так. Именно на линиях планет, которые отвечают за нашу сферу отношений, мы и можем встретить спутника жизни. Это благоприятные места, регионы, которые способствуют тому, чтобы создавать отношения. И эти отношения, они могут привести и к браку, и к образованию семьи, и к рождению детей. Поэтому достаточно важно, если вы находитесь в таком активном поиске, если для вас важна семья, достаточно важно иметь такие знания, такой инструмент под рукой и уметь им пользоваться. И перемещение под линией планет, которые связаны со сферой брака, со сферой отношений, как раз и способствуют активации этой сферы вашей жизни, встрече своего спутника жизни, созданию семьи. Но здесь также важно рассматривать именно ваш личный планетный период, потому что может быть и так, что на данный момент в вашей жизни тот планетный период, который идет, он связан с другими сферами жизни, он не включает личную жизнь. И просто перемещение под эту линию брака, отношений, оно сразу не даст свои результаты. Для этого должен быть, скажем, свой цикл, для этого есть определенное время. Это то же самое, что, например, в январе ожидать арбузов в Сибири. Ну, понимаете, абсурд. Также и в нашей жизни мы не можем по щелчку пальцев сразу же включить разные сферы жизни. Они проявляются в свое время, плоды созревают, да, плоды кармы. Поэтому существуют транзиты планет, существуют личные планетные периоды. Именно в годовом гороскопе мы это все и рассматриваем. Мы понимаем, о чем следующий год, что он активирует, что мы можем с этим делать, как использовать нашу энергию наиболее благоприятно. Потому что не имеет смысла гнаться за чем-то, что сейчас вообще никак не может случиться. Например, активна сфера карьеры у девушки. Сейчас то время, когда она может направить свой фокус внимания, всю энергию, свою реализацию, сменится планетный период, и у нее включатся уже другие дома. Тогда можно строить отношения. Но если она сейчас будет биться лбом об стену и хотеть этих отношений, она не найдет ни отношений, ни будет развиваться в карьере в социуме. Понимаете, да? За двумя зайцами в итоге ничего не получается. Именно поэтому и важно знать и изучать астрологию самостоятельно, и делать консультации для того, чтобы понимать, где есть энергия. Вот это время сейчас, для чего оно благоприятно. Но уже с помощью непосредственно астрокартографии мы можем видеть тот или иной регион, какие сферы жизни активируют, в какое время, и о чем эта релокация, о чем это место именно для вас. Часто на консультациях я вижу карты, где есть повреждение 4-го дома гороскопа. Это дом, который связан с нашим местом рождения, это дом Родины. И это говорит о том, что,
скажем, на родине человеку некомфортно. Особенно если есть связь 4-го и 12-го или же с другими домами, но чаще 12-й это дает эмиграцию, потому что 12-й дом у нас отвечает за потери, расходы, в том числе за границу. То есть один из методов гармонизации, компенсаторики, это переезд в другое место из места рождения. Это хорошо сгармонизирует негативные влияния 12-го дома, который связан с потерями, и тем самым убавит вот эту негативную нагрузку, дискомфорт, который человек ощущает в месте своего рождения. Также часто наблюдаю то, что у многих активны дома, которые связаны с путешествиями. Причем это разные путешествия, и короткие, как командировки, в целом активный такой образ жизни, много передвижений, связанных с работой часто. Или же это более длительные путешествия, когда человек уезжает, например, на месяц, да, или несколько месяцев, зимовка в том числе. И важно, во-первых, знать, есть ли у вас такие дома, вернее, они у вас есть, насколько они у вас активны. Если там очень много планет, это говорит о том, что там много энергии. Нужно обязательно передвигаться или переезжать, путешествовать. Так вы будете более комплексно проигрывать вашу карту и, скажем, более активно идти в ваше развитие, раскрытие потенциала. Если у вас там есть много энергии, то есть планеты, эти дома активны, которые связаны с путешествиями, но вы никуда не переезжаете, никуда не уезжаете, не ездите в путешествия, то вы используете только вот маленький объем тех возможностей, которые вам даны изначально судьбой. И это тоже такие нюансы, которые важно учитывать. Я, например, к этому методу пришла через свою боль. Расскажу как. В свое время я еще изучала астрологию, и спустя время у меня появился вопрос, а можно ли понять мне лично для себя, где мне жить? Потому что я родилась в одной стране, потом я эмигрировала в другую, жила на Западе много лет, и спустя время я уехала оттуда и начала путешествовать, передвигаться по разным странам, местам, и до конца я не могла нащупать ту страну, то место, где я хочу находиться. Хотя все складывалось вроде бы здорово, были возможности, комфортный уровень жизни, но что-то вот не до конца. И у меня было несколько стран, между которыми я выбирала. Я думала, что я буду жить, скажем, в каждой из них по какому-то отрезку времени. И в одной из консультаций, которую я делала с астрологом, это был ведический астролог, я это от других тоже слышала. Нет, это невозможно, у нас нет такой техники, априори это как бы глупый вопрос. И тогда меня это поразило, потому что это настолько в современном мире, это настолько нормальный вопрос. Ну неужели астрология отвечает на столько вопросов, а на это не может? Я это поставила под сомнение, и это, скажем, стало такой зоной, таким пунктом, на который я хотела бы узнать в будущем. И тогда вот я продолжила свое обучение, и в итоге подумала, что спустя время я что-то найду, я найду решение этой проблеме. Но оказалось, это сделали задолго до меня, даже до моего рождения. И уже изначально, да, другой астролог, Джим Льюис, это американский астролог-путешественник, он именно и изобрел этот метод. Когда я его стала использовать в своей жизни и видеть взаимосвязь тех мест, где я жила, где родилась, где путешествовала, какие события там проигрывались, как я себя ощущала, я была поражена. И потом уже я начала свое обучение по этой технике, начала работать с картами людей, видела, как те или иные места проигрываются в их жизни, что уже случилось в прошлом. Опираясь на это, мы видим то, что это точная техника, точный метод, потому что если это место не проиграло те показатели, которые в нем есть в прошлом, уже в жизни человека, да, в соответствии с его личными планетами, периодами, значит, техника не работает. Но когда из раза в раз я вижу то, что техника себя подтверждает, я понимаю, что на нее можно опираться, ее можно использовать. Ну и для себя, конечно же, я нашла ответы на те вопросы, которые я искала. Сейчас я четко понимаю, где и как я себя чувствую, куда я могу поехать в путешествие, чтобы отдохнуть, куда я могу поехать, если я хочу запустить какой-то проект, набраться силы, энергии для именно социальной реализации, да, где благоприятное место, регион для сферы отношений, партнерства, и где те места, куда не стоит ехать, именно неблагоприятные места, потому что на них я тоже попадала, я видела, как они влияют, но на них, кстати, я долго не задерживалась, и слава богу. И в современном мире я наблюдаю такую тенденцию, я думаю, вы тоже, особенно за последние 3 года, то, что люди стали переезжать, часто переезжать, потому что
Скажем, тот событийный ряд мировой, который создается для всех, он двигает человеком, создает определенные условия, где у человека есть выбор оставаться, принимать эти условия или переезжать. Это связано с политической, с экономической ситуацией и другими, да, которых мы все прекрасно знаем. И сейчас, потому что у нас существуют технологии, у нас существует интернет, удаленная работа — это уже не что-то для избранных, у нас есть самолеты, летающие аппараты, на которых мы можем переместиться из одной точки мира в другую, это очень легко доступно, мы очень мобильны. Ранее этого не существовало, то есть ранее эта техника и не нужна была, потому что люди жили в одном месте, и в целом даже не было ни моды, это не было чем-то то, что распространено, да, то есть нормой было жить в одном месте. И я считаю, и из моих наблюдений, то, что я вижу, та, скажем, эра, которая наступает, те события, которые сейчас в мире, и как они развиваются, я думаю, что, скорее всего, нормой станет как раз-таки постоянное перемещение, проживание в разных странах. И думаю, что люди будут чаще менять страны, где они находятся, так же, как и деятельность, да. Ранее мы тоже наблюдали то, что у человека чаще была одна профессия, одна работа на протяжении всей жизни. Сейчас время ускорилось, информация, технологии, это настолько стремительно развивается, что мы можем себя очень быстро пробовать в разных стезях, да, в разных направлениях. Мы можем синтезировать эти направления, мы можем постоянно совершать инновации даже в своем развитии, в своей деятельности. То же самое происходит и с местом жительства, с тем, где вы можете находиться, проживать. Это могут быть определенные периоды вашей жизни, да. Также существуют и люди, которые, например, у них в карте нет повреждений определенных домов, которые связаны с эмиграцией, то есть они себя комфортно ощущают в том месте, где они живут, где они родились. То есть вот для них эта тема точно не актуальна, да, это не интересно. Ну, максимум, если они ездят в отпуск, путешествуют, они могут узнать, какие места им понравятся, где они могут получить удовольствие, наслаждение. Через эту технику мы это также можем видеть. Но для остальных сфер жизни, если они не хотят ничего менять, им классно там, где они находятся, скорее всего, эта техника не очень применима. Хотя есть еще другой нюанс. Например, если человек занимается бизнесом, ведет какую-то деятельность, да, предприниматель, через эту технику он может видеть, с какими странами, государствами, регионами он может создавать коммерцию, да, то есть делать бизнес. Вот, например, находясь в том месте, где он проживает, без переездов. В общем, здесь очень много того, как эту технику можно применять в своей жизни, для всех сфер жизни на самом деле. И эта техника и эти учения, они постоянно развиваются, потому что в целом астрология, она не стоит на месте, это не мертвая наука. Каждый астролог делает свои исследования, основываясь на той астрологической базе, которая у нас есть, которая была унаследована, да, тысячами лет назад. Но и также современный мир, он настолько быстро меняется, что нам тоже нужно менять и находить новые техники и инструменты, опираясь на базу, для того, чтобы помогать современному человеку в современном мире, направлять его и, скажем, быть его таким помощником в том, чтобы раскрывать свой потенциал, но делать это наиболее эффективно, с минимальной затратой ресурсов, времени, и сразу точечно попадать вот именно в те или регионы, да, или сферы, которые ему на данный момент больше всего нужны, как правильно использовать эту энергию. Надеюсь, это видео было для вас полезным, вы узнали что-то новое. Поделитесь в комментариях, слышали ли вы ранее об астрокартографии, что думаете об этой технике и хотели бы сами ее использовать для своей жизни. А я благодарю вас за ваше время. Не забывайте про энергообмен, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до скорой встречи.